Добрый день, рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать елочную игрушку колокольчик. Колокольчик сам у меня белого цвета, бантик красного и язычок у колокольчика красный. Для работы можно использовать любую пряжу из остатков. Я использую Пехорка детская новинка, она неплохо держит форму. Я даже не буду крахмалить колокольчик. Крючок я беру номер 3. Высота колокольчика получается 8 сантиметров. Для начала работы берем белую пряжу и набираем цепочку из 6 воздушных петель. Замыкаем в кольцо. Первый ряд 3 петли на подъем. Делаем накид и в центр кольца провязываем столбик с накидом. Петли подъема также считаются за столбик. Далее 2 воздушные петли, накид и сюда же в центр кольца столбик с накидом. Затем еще один. И так нам нужно повторить еще 4 раза. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Всего у нас должно получиться 6 пар столбиков. Заканчиваем ряд 2 воздушными петлями и соединяемся с петлями подъема. Закончили первый ряд. Второй ряд. Сейчас нам нужно вязание переместить под вот эту арочку. Для этого берем, сейчас у нас петля находится над столбиком. Сейчас берем в следующий столбик, продеваем крючок, провязываем соединительную петлю и также под арку соединительную петлю. Теперь 3 петли на подъем. И вот сюда, в эту арку, будем провязывать столбики с накидом. Провязываем столбик. Петли подъема у нас также считаются за столбик. 3 воздушные петли. И сюда, в эту же арку, еще 2 столбика. Переходим к следующей арке. Накид. Продеваем крючок под следующую арку. Провязываем 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. И в эту же арку еще 2 столбика. И так мы повторяем до конца ряда. Заканчиваем второй ряд соединением с петлями подъема. Продеваем крючок и провязываем соединительную петлю. Далее 3, 4, 5 и 6 ряд мы провязываем точно так же, как провязывали сейчас второй ряд. Сейчас перемещаем вязание под арку и начинаем вязать по кругу без прибавок, без убавок. Провязали 6 рядов, колокольчик наш закруглился, так как мы провязывали одинаковое количество столбиков. Теперь вяжем 7 ряд, также переносим вязание под арку, 3 воздушные петли, столбик, еще один столбик. Всего 3 столбика, 3 воздушные петли. То есть сейчас мы делаем прибавку, провязываем на 1 столбик больше. И сюда еще 3 столбика. Далее переходим к следующей арке, провязываем то же самое. 3 столбика. 3 воздушные петли, 3 столбика. И так вяжем до конца ряда. Последний 8 ряд вязание также перемещаем под арку. Три петли на подъем. Провязываем 3 столбика с накидом. Вместе с петлями подъема у нас получилось 4 столбика. 3 воздушные петли
И в эту же арку провязываем еще 4 столбика. Далее перемещаемся в следующую арку и вяжем то же самое. 4 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика. Потом ниточку отрезаем. Теперь будем вязать язычок колокольчика. Для этого в скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем и замыкаем в кольцо. Второй ряд. В каждую петлю делаем прибавку, провязываем по 2 столбика без накида. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Следующие 2 ряда вяжем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 12 столбиков. Пятый ряд. 1 петля на подъем. Делаем убавки. В каждую петлю убавки, и у нас останется 6 столбиков. В последнем ряду делаем 3 убавки. Так как шарик сам хорошо держит форму, я не стала его набивать синтепоном. Сейчас отрезаю красную ниточку, а к колокольчику буду крепить белой пряжей. Для бантика берем красную пряжу и набираем цепочку из 46 воздушных петель. Набрали, теперь нам нужно замкнуть в кольцо. Для этого продеваем крючок в первую петлю и провязываем соединительную петлю. Хвостик подтянем. Далее набираем 3 петли на подъем и 1 петля для арки. То есть всего 4 воздушные петли. Делаем накид. Первую петлю пропускаем, во вторую провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, накид, 1 петлю пропускаем, в следующую провязываем столбик. И так мы повторяем до конца ряда. Второй ряд бантика. Также набираем 4 воздушные петли, делаем накид, арку пропускаем, в столбик предыдущего ряда продеваем крючок и провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, следующий столбик, провязываем столбик. То есть мы сейчас вяжем по той же схеме, и так мы продолжим вязать 2, 3, 4 и 5 ряд. То есть нам нужно связать 5 рядов бантика, и они вяжутся одинаково. Связали 5 рядов, и вот что у нас должно получиться. Теперь отрезаем ниточку, оставляем хвостик, формируем бантик. Просто берем вот так, складываем в серединке, перематываем пару раз, завязываем, пришиваем к нашему колокольчику. Также не забудем пришить язычок и ниточку для того, чтобы повесить на елочку. Красивые и нарядные, но в то же время простые в исполнении колокольчики будут украшать нашу новогоднюю елку. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!